И что это было? Всем привет! У нас открытие охоты с подсадной. Ну, вчера было, мы еще вчера полугусь, полуутка, так вот охотились, немножко добыли. Сегодня чисто выбрался с подсадной. У меня две новые подсадные. Летит там. Ну, вроде сюда налетает. Нифига. Купил в этом сезоне две подсадные. Вообще не задорого, по 15 рублей. Это меньше чем $5 за штуку. И вот уже начал сезон с промаха. Не знаю, что-то у меня вообще этой весной какие-то одни промахи сплошные. Что будем поправлять. Вот утки, кстати, так порядком летают, но вся летает как-то больше туда. Сейчас туда, может, перемещусь, попробую там где-то чуть попозже. Еще здесь немножко посижу. Много селезней было. Вот, в принципе, только сел, так поздновато приехал, можно было чуть-чуть раньше. Немножко утка с утра покрякала, ну совсем чуть-чуть, скажем так, до первых селезней покрякала. Это новое. И все, даже осадки какие-то давала. Так что я еще взял вторую сразу проверить. Вторая в багажнике пока, в другом месте ее где-то высажу. У меня обновочка, взял маночек отцу, взял его потестировать, вам показать. Вот, селезней, можно сказать, им наманил, потому что подсадная молчала. Это Кенат Дарды 2. Интересный манок, одноязычковый. Я люблю, вы уже, наверное, знаете, одноязычковые манки. Вот здесь интересные такие канавки, проточки для влагоотвода, чтобы не залипал. Ну, сегодня покряким. Сегодня целый день буду работать только этим манком. Ну, как целый день? До 12 у нас можно охотиться. Посмотрим, будет он залипать в конечном итоге или не будет. Там у меня кофеек есть. Буду подпивать. В основном от кофейка залипают манки. От слюны. Что-то все летает, какие-то утки разные. Кряковой как-то мало. Интересный манок. Хорошее у него такое звучание, такое хрипловатое, интересное. Легкий на выдув.
Еще у меня есть тоже, я взял себе вот такой вот. Это свистулька на свезе. Было много свезя до открытия. Как-то в этом году у нас открыли. В прошлом году открыли на утку вместе с гусем, а в этом году позже. На 2 недели. Аж и почти вся перелетная уже улетела. Ну, так что будем на наших местных кряковых охотиться. Такая вот свистулька. Ну еще я полностью его не освоил. Как бы буду потихонечку осваивать. Ну, утки летают. В общем, буду охотиться. Все вы увидите сегодня. В конце по итогу что-то скажу про манок. Сидит серый селезень. Не захотел подлетать. О! Пу! Ту! Взлетай! Что-то я совсем не понял, что произошло. Короче, как это вообще какая-то невдалость, как говорит Димон. Прилетел, сел, хотел его поднять, подымал. Потом уже думаю, ну стрельну по сидящему уже наверняка. Стрельнул, все, думаю, готов. Уже собрался к нему идти, блин. А он полетел. Я уже начинаю грешить на эти патроны рекордовские. Ну что-то это совсем ни в какие ворота. Ну сколько тут до него было? Ну максимум 20 метров. Я бы сказал даже 15 может. Вообще непонятно, что произошло. Ожил и полетел. Ну наконец-то трофей. Уже не стал ждать, пока сядет. Бил в лед, потому что он прям над подсадной пролетел. Наконец-то мы открылись. Ура! Хороший красивый выстрел в штык. И вот такой крякаш. Супер. Вот так вот выглядит мой скордок. Вот там вот стоит штатив, туда ставлю камеру. Вот, подсадная. Немножко даже начал работать. Ну я обычно больше в корчи углубляюсь. Так, тут сейчас на чистом, можно сказать, сел, потому что тут сегодня разведываю новые места. Вот никогда сюда не ездил на подсадную. В принципе, нормально, можно ездить. В моих местах сейчас очень много воды, и я решил проверить тут. Немножко я подрастроен над этими вот этим селезнем, который убежал. Ладно, там по первым я думал, что промазал, но тоже уже сейчас какие-то мысли про патроны, ну не знаю. Оно всегда так непонятно, короче, что-то. Потом еще осечка была, кстати говоря. Уже я мог его добивать, но потом осечка. Не знаю, рекорд
как-то так себе, больше не буду его брать. Ну, высадил вторую подсадную. Та вроде неплохо работает. Осадки, правда, не дает. Посмотрим, как это работает. Ну вот еще один трофей. Эта подсадная практически не кричит, пару раз голос отдала. Я работал манком, услышал, как он перелетел. Не шваркал, он не отзывался. Пока его снимал, он успел залезть на утку. И это опять же, не пойму, то ли это патроны, то ли это что. Вот только со второго раза получилось добить. Вот первый раз добивал, ну тоже тут метров 20. Хорошо осыпало. Я не понимаю, что не так. Что-то не работает. Ну, будем пробовать менять патроны, если на следующей охоте. Посмотрим, что поменяется. Ну, так в целом открылся двумя селезнями. Еще есть тут у нас минут 20 посидеть. Это последнее место. Ну, это такая охота, после которой придется делать выводы. Охоту закончил, открылся. Такая охота, ну вы сами все видели. Поменяем патроны, может что-то изменится. Что по манку? Опробовал я манок, могу смело его бате вручать, рабочий. Селезни летят, пускай тренируются работать манком. Канат Дарды 2, легкий, на выдув, голос такой хрипловатый. Ну вот
сейчас к концу охоты, ну уже я вижу, тут немножко мусора в него насобиралось. Начал, ну не то что полностью залипать, но вот при некоторых звуках чувствуешь, как вот язычок как на какую-то долю секунды замирает. Ну в целом манок, конечно, отличный. За свои деньги я думаю, что будет пользоваться популярностью у охотников. Ну, мой манок сегодня брал тоже для сравнения, немножко там покрякивал, чтобы понять разницу. Этот Кетнер, мой манок, которым я в основном работаю, чуть-чуть легче на выдув. Ну, как бы тут и ценник совсем другой, материал другой, короче, он совсем другой. Но чувствуется, насколько здесь грубее голос. Ну, селезни реагировали практически, можно сказать, всех я сегодня наманил. Кроме того, по которому стрелял сидячему, потому что я сначала манком отзывался, селезень там вдалеке сел, и потом подсадная заработала, и он сразу прилетел. Остальных всех селезней я наманил манком, вот этим. О, к машине пришел, и селезень летит. О, покрякал, пролетел, отозвался. Вот такая вот охота с открытием. Будем сейчас ездить уже с гусями. Я думаю, что все. Гуси закончились. Сейчас конец марта. Самая основная охота с подсадной будет в апреле, когда уже утка сядет на яйца. Будет отгонять селезней. Они будут искать, будут летать активно, искать себе подруг. И тогда уже они просто сломя голову мчатся на манки, на подсадные. Это будет самая интересная охота. Ну вот, открылся пока так. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угодьях.